Витаю! В этом видео в M3D мы посчитаем простую однопролетную плиту перекрытия, загруженную равномерно распределенной по площади нагрузкой. Итак, для начала начертим линию. Вводим координаты начала и координаты конца. Длина линии равна длине пролета. Теперь скопируем линию на расстоянии, равное ширине плиты. Можно указать точку копирования курсором, а можно ввести координаты. Я выберу ввод координат. Скопируем в направлении Z на 2 метра. Далее пишем количество копий. Эти две параллельные линии послужат основой для поверхности, которая в свою очередь послужит основой для генерации сетки конечных элементов. Теперь создадим поверхность. Выберем направляющие линии, нажимаем Enter. Вот наша поверхность. Далее создадим сетку конечных элементов. Выберем сетку из прямоугольных оболочек, выбираем поверхность. Далее указываем количество элементов вдоль и поперек пролета. Вспомогательные элементы в виде линии и поверхности можно удалить. В фильтрах выбора выберем «Выбирать только кривые и только поверхности». Выделяем вспомогательные элементы и удаляем. Сетка конечных элементов готова, но ее нужно обязательно упаковать, чтобы удалить повторяющиеся узлы. Параметры упаковки можно оставить по умолчанию. Создадим материал. Он у нас будет изотропным. Придумываем имя. Пишем ID. Пишем модуль деформации. Пишем модуль сдвига. Далее коэффициент Пуассона. Далее плотность. Температурных нагрузок у нас не будет, поэтому теплотехнические характеристики оставляем без изменений. Нажимаем «Применить» и «Лист», чтобы потом в строке отчета проверить правильность введенных данных. Добавим свойства к конечным элементам. Это будут свойства для оболочки. Придумываем имя. Пишем ID. Пишем ID материала для мембранной жесткости. Пишем толщину оболочки. Пишем ID материала для изгибной жесткости. Либо оставляем это поле пустым. Остальные параметры для большинства случаев можно оставить по умолчанию. Нажимаем «Применить изменения» и «Лист», чтобы в строке отчета проверить правильность ввода исходных данных. Назначим свойства оболочкам. Выбираем Property ID. Выбираем оболочки. Пишем ID свойств и нажимаем Enter. Вот у оболочек появилась толщина. Теперь добавим опоры. Для начала создадим группу закреплений. Пишем ID, придумываем имя, создать, активировать. На одной стороне плиты у нас будет шарнирно-неподвижная опора. Нажимаем «Создать закрепление», выбираем узлы. Далее пишем закрепление по 3 направлениям. Повороты оставляем свободными. Вот сторона закреплена по X, Y, Z. С другой стороны у нас будет шарнирно-подвижная
опора. Выполняем те же самые действия, но в этот раз закрепляем узлы только вдоль оси Y. Рядом с узлами появилась цифра 2, значит связь наложена верно. Теперь добавим нагрузки. Для начала создадим группу нагрузок, пишем ID, придумываем имя, создать, активировать. Добавим собственный вес. Выбираем элементы и в направлении -y пишем ускорение свободного падения. Добавим равномерно распределенную по площади плиты нагрузку. Выделяем элемент и пишем интенсивность нагрузки. У меня это 8 килопаскаль. Нужно отметить, что направление распределенной нагрузки зависит от локальной системы координат оболочки. Она всегда направлена в направлении плюс z. Если нам нужно изменить направление нагрузки, то это делается путем изменения направления локальной системы координат конечного элемента. Выбираем «Развернуть», выбираем оболочки, нажимаем Enter, и вот равномерно распределенная нагрузка смотрит в другом направлении. В этом расчете я хочу, чтобы она была направлена вниз, поэтому еще раз разверну локальную систему координат элементов. Все готово к расчету. Добавляем расчет, придумываем имя, тип у нас линейная статика, создать и активировать. К расчету нужно добавить шаг. В него мы добавляем набор нагрузок, набор опор, температурных параметров у нас нет. Придумываем имя шагу, создать, активировать. Теперь можно запустить расчет, который выполняется достаточно быстро. Давайте посмотрим, что получилось. Для начала выведем форму перемещений. Вертикальная ось у нас Y, значит прогибы будут вдоль Y. Теперь можно включить показ деформированной схемы. Теперь выведем какие-нибудь изополя. В разделе Strains, который можно перевести и как усилие, и как удлинение, я надеялся увидеть изгибающие моменты, но нет, там коэффициент продольного изгиба. В разделе «Стресс» напряжение можно вывести изополя напряжений для среднего, нижнего и верхнего волокна. Выведем напряжение для нижнего волокна. И оно у нас оказалось сжатым. Это не ошибка, просто верх и низ оболочки нужно определять не в глобальной, а в локальной системе координат конечного элемента. Как видим, ось Z у нас смотрит вниз, значит низ это верх, а верх это низ, если смотреть в глобальной системе координат. Получается, верхнее волокно у нас на самом деле нижнее. Выведем изополя для верхнего волокна, которое у нас оказалось внизу, и, как видим, все стало
правильным. Оно у нас растянутое. Помимо шкалы, числовые значения результатов можно вывести непосредственно в клеточке конечного элемента. Как видим, результаты выводятся для узла, и если на плите есть какая-то характерная исследуемая точка, то в этом месте должен быть обязательно хотя бы один узел. На этом все. І як завжди, дякую за увагу!